Доброе утро, дорогие друзья! Меня зовут Сталик Ханкишиев. Я уверен, мои стародавние зрители уже научились готовить плов не хуже поваров-узбеков. А для тех, кто недавно присоединился к нашей компании, есть видео в моих социальных сетях. Либо продают вот такую книгу «Плов. Кулинарное исследование», по которой можно научиться готовить плов не хуже самых лучших мастеров. Да-да, вся эта книга посвящена приготовлению плова. Но если кто-то подумал, что вся книга посвящена только узбекскому плову, он сильно ошибается. Мир плова неимоверно разнообразен. И если в Узбекистане готовят 5 основных видов плова, региональные вариации, то в Азербайджане видов плова столько, что никто сосчитать не может. Секрет азербайджанской кулинарии состоит в том, что азербайджанские повара не ограничивают себя в выборе ингредиентов. Они попросту берут все лучшее, что дает азербайджанская земля. Но самые главные ингредиенты для плова в азербайджанской кухне – это топленое масло и рис. Рис в Азербайджане предпочитают длиннозерный, ароматный. Но по правилам кулинарии, основанных на законах природы, рис для плова необходимо не только замачивать в теплой подсоленной воде, но еще и промывать. Чтобы не тратить ваше время, я замочил и промыл рис заранее. И посмотрите, как он увеличился в объеме. Посмотрите, каким прекрасным стал этот рис. Вот курятину довольно часто используют для приготовления азербайджанских пловов. А почему бы и нет? И узбекский плов можно приготовить с курятиной. Но курятина у меня из обычного супермаркета, не жирная. Поэтому я подготовлю ее особым образом для плова. Знаете, что я сделаю? Я прокручу ее через мясорубку, а потом перемешаю с хорошим сливочным маслом. Запоминайте, хорошие повара превращают мясо либо филе в фарш вовсе не для того, чтобы добавить туда чего попало и увеличить объем. Понимаете? Нет, хорошие повара превращают мясо либо куриное филе в фарш для того, чтобы сделать его еще вкуснее, еще лучше, еще красивее и ароматнее. 800 грамм куриного филе. Я добавил примерно 100 граммов сливочного масла. Я сюда добавляю половину чайной ложки черного перца, половину чайной ложки куркумы и соль. Соль пойдет, наверное, чайная ложка, может быть, чуточку больше. Пусть будет чайная ложка с горкой. И все. Ставим фарш вымешивать, чтобы фарш превратился в гладкую, однородную массу. Фарш необходимо выложить на поднос и убрать в холодильник, чтобы он застыл. Посмотрите, сейчас он слишком нежный, слишком мягкий. С ним работать будет очень трудно. Вот я тоже азербайджанец. Я тоже люблю импровизировать. Вчера был на базаре, смотрю, уже молодую картошку продают. И решил купить ее для того, чтобы добавить в сегодняшний плов. Вы не верите, что плов с картошкой может быть вкусным? Вы мне не верите? Тогда смотрите внимательно. Я наливаю в сотейничек для обжарки, примерно 100-150 мл растительного масла. И добавляю в него граммов 100 топленого, роскошного. Настоятельно не рекомендую использовать сливочное масло. Сливочное масло при тех температурах, при которых обжаривается картошка, обычно горит. А вот топленое сработает ровно так, как надо. В Азербайджане иногда тонко нарезанную картошку подкладывают под рис. Таким образом делают казмах. Что такое казмах, я вам сейчас еще объясню. А пока что мне необходимо обжарить картошку снаружи. Пусть она внутри даже останется слегка сыроватой. Ничего страшного. Самое главное, чтобы снаружи зарумянилась как следует. Я надеюсь, всем понятно, для чего мне понадобилось так много масла. Для того, чтобы картошка плавала в этом масле. Масло очень хорошо аккумулирует тепло и очень охотно передает его продуктам. Что мясу, что картошке. Посмотрите, картошечка какая золотистая. Пусть станет еще чуточку краснее, красивее. Возвращаясь к теме подкладки из картошки под рис.
Понимаете, вот картошка жарится, румянится, краснеет и становится только вкуснее. Запах от нее очень хороший исходит. А вот если рис пригорает, если рис не просто зазолотится и покраснеет, а если рис, не дай бог, потемнеет, а это может случиться очень быстро, очень неожиданно, то запах такой идет, что не дай бог. Поэтому под низ казана подкладывают либо тонко раскатанное тесто, либо лаваш, либо вот можно тонкую нарезанную картошку. Исходя из этого народного опыта, я знаю, что сочетание вкуса жареной картошки и отварного промасленного риса – это очень хорошо, это очень вкусно. Следите за ходом мысли. Картошечка, видите, какого размера? Я из этого фарша скатаю фрикадельки. Примерно такого же размера, но может быть чуть крупнее, но все-таки мельче куриного яйца. Вот беру немного фарша и прокатываю между двух ладоней. Крахмал. Крахмал для того, чтобы обвалять фрикадельки снаружи. Чтобы обжаривать фрикадельки, нагрев можно слегка преуменьшить. Если у кого-то есть термометр, то хорошая температура обжаривания фрикаделек это 150, 160, максимум 170 градусов. Они очень нежные, а для нас очень важно обжарить их снаружи, чтобы они снаружи слегка зарумянились. Внутри могут даже оставаться сырыми. Ничего страшного, они внутри плова еще дойдут. Знаете, мне кажется, что сейчас цвет очень правильный. Не надо, чтобы они приобретали красный цвет, как будто бы они из мяса сделаны. Должно быть видно, что они очень нежные, диетические, из курятины. Я специально налил масла в ковшик довольно много. Ну, можно было бы, конечно, пожарить их и в растительном масле. Но когда жаришь на смеси растительного и топленого масла, то это уже сразу получается просто как шедевр. Начинки для плова готовы. Картошечка, фрикадельки. А для того, чтобы аппетит был, чтобы была задорная кислинка в плове, немного аль-бухары. Это подсушенная, а точнее сказать, подвяленная слива особого сорта. Если нет именно такой аль-бухары, берите любые сухофрукты. Кисленькая курага сойдет, изюм сойдет. Вот воду вскипятить надо. Воду надо вскипятить, знаете, немало. Литров 5 хотя бы, потому что мы варим почти что 1 килограмм риса. И эту воду непременно следует посолить. Сколько литров воды, столько столовых ложек соли. Не беспокойтесь, плов не получится слишком соленым. Все будет нормально. Рис возьмет в себя ровно столько соли, сколько впитает вместе с водой. Не больше. Остальная соль останется здесь, в кастрюле. Для чего же надо так много воды, чтобы сварить всего лишь на свой килограмм риса? Дело в том, что хочешь или не хочешь, каким бы хорошим ни был рис, все равно из него выделяется крахмал. Чем больше воды вокруг, тем больше крахмала останется в той воде, которую мы в итоге сольем. Понимаете? Мы будем сцеживать этот рис. Это так называемая технология раздельных пловов, сцеженных пловов. По-азербайджански говорят «сюзма плов». Различные сорта риса ведут себя по-разному. Некоторые варятся буквально за 4 минуты. Некоторым для того, чтобы свариться, необходимо все 10-12 минут. Проще взять да и проверить. Сдавить рисовое зернышко между подушечками пальцев. Раздавилось – рис готов. Если не давится, если внутри еще хрустит, значит пусть еще варится. Я этот рис уже знаю. Это хороший рис. Он варится минут 7-8. Мне пожилые родственники рассказывали, что когда-то после войны были такие годы, что было очень плохо с рисом. А плов готовить надо было все равно. И вот что тогда делали. Брали тонкий лаваш, ставили его в печку, в духовку, и поджаривали буквально до румяности. Потом этот лаваш крошили, просеивали и получались крошки размером как раз с рисовое зернышко. И плов варили из вот таких крошек от лаваша. Можете себе представить? Но несколько лет назад я был в Баку и попал в ресторан, где готовили свои блюда выходцы из Кельбаджарского района Азербайджана. Это самый западный район, в Карабахе. У них было все удивительно вкусно. Но больше всего меня поразил их плов. Вы знаете,
Там рис был перемешан как бы с обжаренной, очень вкусной, аппетитной, золотистой лапшой. Я сегодня хочу повторить их метод. Вот моя лапша, полюбуйтесь. Я взял обычную лапшу, я смазал ее топленым маслом и поставил в духовку на 130 градусов до тех пор, пока она не стала вот такой, золотисто-красной. Рис варится 7-8 минут. Я думаю, что эта лапша сварится за 2-3 минуты. Уже прошло 4-5 минут. Как раз самое время опускать лапшу к рису. Пусть теперь варятся вместе, перемешиваются. Я объясню вам, в чем секрет этого плова. Дело в том, что азербайджанский плов готовится в 2 этапа. Сначала рис отваривается в большом количестве воды, а дальше его закладывают в казан и оставляют упревать. Чтобы рис не пригорел, мы уже говорили сегодня об этом, под низ подкладывают либо тесто, либо картошку, либо смесь из кефира, яиц и риса. Эти казмахи бывают довольно разными. Я сегодня взял обычный лаваш. Сейчас я его пропитываю маслом. Вот здесь у меня на поддоне осталось масло, и это очень хорошо. И выложу этим лавашом дно казана. Точнее сказать, не казан, а алюминиевая кастрюля с покрытием, но по алюминию тепло распространяется очень хорошо. Традиционно в Азербайджане плов готовят в медных казанах. Медный казан очень хорошо проводит тепло. И стенки горячие, и дно горячее, и ничего не пригорает. Получается очень хорошо. Алюминий проводит тепло чуть хуже, чем медь, но все-таки намного лучше, чем чугун. Поэтому в алюминиевом казане азербайджанский плов тоже получится очень хорошо. Промаслили листики лаваша, еще немного масла на донышко, и можно сцеживать готовый рис и закладывать его в казан, ну, в кастрюлю. Впрочем, кастрюля по-азербайджански и будет казан. Я выгребаю рис с лапшой дуршлагом, перекладываю в сито, пусть лишняя вода стекает. Ни грамма лишней воды нам не надо. Нам необходим только рис и лапша. Они дальше дойдут в казане. Спросите любого азербайджанца, что самое вкусное в азербайджанском плове. Он вам скажет, вот эта корочка из теста, либо из лаваша, вот этот вот казмах. Персы говорят тахдик. Казмах самое вкусное в плове. Из-за него дети дерутся. Если жена мужу не положит казмах, он обидится. Он родственникам жены жаловаться будет. Что вы мне подсунули вместо хорошей жены, скажет. Здесь казмах равномерно распределен внутри риса. Ну что такое эта обжаренная лапша? Казмах и есть. Понимаете? Кроме того, лапша осталась еще чуточку аль денте. Рис сейчас, нагреваясь, будет выделять пар. Вот, видите, пар с него поднимается. Казан, точнее кастрюля, будет закрыта довольно герметично, довольно плотно. Куда деваться этому пару? Этот пар, эта лишняя влага впитается как раз в эту лапшу. А рис получится очень легким. Он хорошо просохнет. Все, торопимся. Времени лишнего больше нет. Вначале ставим кастрюлю на плиту. Немного риса. Ну так вот, сантиметр буквально, чтобы дно закрыло. Ух, горячий. Ух, какой красивый. Стряхиваем рис. Пусть лежит вольготно. Пусть пар между рисовыми зернышками проходит легко. Ох, ах. Теперь слой картошки. Картошечку присолили, рис соленый. В тефтелях, точнее говоря, в фрикадельках, соль прямо внутри есть. Так что все в порядке. Ровно один слой получился. Видите, какой расчет? Риса было всего лишь навсего 900 грамм. Ровно одна пачка. Знаете, вот эта лапша еще работает как арматура. Она удерживает рис очень рыхло. Я всегда старался встряхивать рис для того, чтобы он лежал в казане как можно более рыхло. А сейчас посмотрите, что происходит. Риса немного, а хоть бы в казан поместился. Вот теперь слой фрикаделек. И еще один слой риса и лапши. Если я вам начну рассказывать об азербайджанских пловах, мне понадобится хотя бы года 3. Года 3 будем сидеть друг против друга, и я вам буду рассказывать про азербайджанские пловы.
Верите или нет? Плов готовят с копченой рыбой. И в плов добавляют фасоль, мелкую фасоль такую, черноглазку. Сама беленькая, а внутри глазок черный. Это ладно, рыба копченая, фасоль. Когда плов бывает готовым, его посыпают сахаром. Вы верите в это? Верите, что плов с копченой рыбой можно посыпать сахаром и получается безумно вкусно? Я не понимаю, откуда народ придумал такие рецепты. Как они, а точнее мы, наши предки, это изобрели? Нет, не могу понять, не могу. Осталось совсем немного риса, лапши и будем закрывать плов. Но помните, я говорил вам, что самые главные продукты для плова – это сам рис и топленое масло. Топленое масло пусть тает, пусть протекает сквозь рис, пусть каждое рисовое зернышко обволакивается капелькой янтарного масла, пусть пропитывается. Это масло невероятно вкусное, невероятно ароматное. Не нужны сюда практически никакие приправы. Разве что-нибудь для того, чтобы украсить плов. Но об этом мы поговорим чуть-чуть позднее. Минут через 35. Плов в казане должен простоять 40 минут. Это экспериментально и научно обоснованная цифра. Именно за это время, если какой-то клейстер и образовался, то под воздействием высокой температуры он снова превратится в воду и в глюкозу. Капелька воды, которая образуется при этой реакции, она как раз в рис и впитается. Эта реакция занимает примерно 40 минут. Любая кислота, фруктовая, либо лимонная, либо даже обыкновенный уксус является катализатором для этой реакции. Именно поэтому в узбекский плов кладут барбарис, и в азербайджанский плов очень часто тоже добавляют что-нибудь кисленькое. Я добавил аль-бухару. Накрываем плов сначала салфеткой. Салфетка будет впитывать лишнюю влагу. Нам не нужен здесь круговорот воды в отдельно взятом казане. Нам не надо, чтобы дождь капал на рис. Пусть вот так стоит, пусть тепло не выпускает, пусть греется ровно 40 минут. Дорогие друзья, во-первых, мои книги всегда можно купить на сайте stalih.ru. Мы их отлично упаковываем, доставляем, и при желании покупателям я могу поставить какой-то личный автограф. Но еще мои книги можно купить на сайте megamarket.ru. Я внизу дам ссылку обязательно. Почему удобно покупать на сайте Мегамаркет? Во-первых, там сейчас проходит колоссальная акция. 31% кэшбэка. Что это означает? Вы покупаете вот эту шикарную книгу «Плов», либо вот эту шикарную книгу «Казан» за 3950 рублей, а вам начисляется кэшбэк 1225 рублей. Понимаете? Ну вот посмотрите, просто шикарно. 543 рубля за недорогую книжку «Мангал». Недорогая, но очень полезная. И так далее. Книжка Сталих Видеобук никогда не продавалась ни в каких маркетплейсах, а теперь продается на сайте Мегамаркета. И кэшбэк от 1178 рублей. Но это еще не все. Некоторые люди ухитряются покупать мои книги. Знаете, за сколько? Вот посмотрите. Человек купил книжку «Мангал» и заплатил всего лишь навсего 18 рублей. Кто-то купил книжку «Плов» и заплатил 40 рублей. Но вот эти люди, вот они уже получили, доставлено покупателям, здесь написано, вот эти книги уже получили люди. «Счастье кулинара», «Сталих Видеобук», «Плов. Кулинарные исследования». Они заплатили, знаете, сколько? 0 рублей. Каким образом? Если вы пользуетесь карточками Сбера, то там начисляются особые бонусы. Сбер спасибо. И многие не знают, как их потратить. Значит, заходите на сайт Мегамаркета, ищите кулинарные книги Сталика Ханкишиева. Потом я вас отдельно хочу попросить. Значит, вот здесь есть возможность выбрать среди продавцов. Выбирайте Сталих Ханкишиев. Значит, почему это необходимо сделать? Дело в том, что очень многие какие-то магазины продолжают торговать моими книгами, но это остатки книг, которые кочевали со склада на склад и неизвестно в каком состоянии.
У меня книжечки новые, отлично упакованные. Вы получите и будете очень рады. Итак, по Сберспасибо можно получить даже бесплатно, либо заплатить столько, сколько вам удобно. Можно получить огромный кэшбэк 31%. И кроме того, шикарный выбор для подарка, да и просто для себя любимого. Я вам уже говорил, что никаких специй не надо. И без того очень вкусно. И да, на самом деле запах стоит потрясающий. Посмотрим, что там внутри. Но все-таки одна специя, которая служит не только для вкуса и не только для аромата, но еще и для яркого, красивого, праздничного цвета. Я говорю о шафране. В азербайджанском плове присутствовать должна обязательно. Растерли шафран, можно с сахаром, можно с солью. Залили кипяточком, дали постоять. И вот этим поливаем. Причем не весь рис, а частично. Так одна рисинка получится желтенькая, а остальные беленькие. Будет красиво, и все будут спрашивать: как же это у вас так красиво получилось? Ждем 5 минут и открываем плов. Плов уже практически готов. Ну пусть шафран протечет сверху донизу. Огромную силу воли надо иметь. Огромное терпение надо иметь, чтобы выждать еще 5 минут, когда в доме пахнет так вкусно. Готов плов. Можно открывать, можно раскладывать. Блюдо необходимо взять большое, красивое. Хорошо будет, если подогретое. Ну, поглядите, поглядите, каково. Аль-Бухару уберу в сторонку. Мы ею украсим плов. Понимаете? Нужны ли вам какие-нибудь слова? Разве вам необходимы какие-нибудь пояснения? Просто полюбуйтесь этим пловом. Посмотрите, какой он рассыпчатый. Ах, ах, ах. Вот и добрались до самого вкусного, до казмаха. Надо нарезать, да так, чтобы всем хватило. Слышите, слышите, как хрустит? А на зубах, когда будет точно так же хрустеть. Вот он, казмах, сверху, небольшими треугольничками. Сегодня получился просто идеальный, золотистый, без единой пригорелости. Самая вкусная часть плова. Впрочем, этот плов у нас весь вкусный. Здесь нет ничего невкусного. Картошка какая? Золотая. Курочка какая? Точнее, фрикадельки из курочки. Супер фрикадельки. А рис какой? Самый лучший. Вы знаете, вообще-то можно, конечно, было выложить этот плов и чуточку покрасивее, чуточку поаккуратнее. Но здесь все так вкусно, что украшать такую красоту просто грех. Пора сказать: приятного вам аппетита, дорогие мои!